Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Я когда только начинала плести, мне хотелось сделать что-то сразу нужное, сплести, чтобы можно было сразу этим пользоваться. Одна из моих вещей — подставка под телефон. Ссылочку на это видео вы увидите сейчас на своих экранах. Сегодня я хочу вам предложить вот такой вот круг. Это может быть основа для любого изделия с круглым донышком. Здесь в основании может быть любое количество трубочек. Я взяла 2 на 2 основания. Это самое простенькое для того, чтобы попробовать. Я делала ее без загиб. Просто закрыла вот так. Первые, которые я начинала делать подставочки, я вообще просто обрезала и так оканчивала. Вы принесли газеты домой, взяли проспекты какие-то домой, вот, и разрезали на полосы. Края у вас, когда вы режете на полосы, получились светлыми. Светлые трубочки из них получатся. Остальные получатся с принтом. Для красивой корзиночки хватит двух цветов, светлого и темного. Как крутить трубочки. Есть много видео в интернете, повторю еще раз. Я кручу вот коврик линолеум. Ногтем фиксирую, прижимаю, накручиваю. Здесь вот когда остается, подтягиваю, кончик остается. Клеем я пользуюсь вот таким. Для склеивания трубочек вот таким. Излишки клея я снимаю рукой, чтобы их здесь не было, потому что клей даст непрокрас на трубочке. Обычно у меня лежит тряпочка, я об тряпочку его снимаю. Когда мы накрутили трубочки темные и светлые, разложили их отдельно. Можно для начинающих взять любую емкость. У меня это лоток, вот мой рабочий лоток. Я в зоомагазине покупала, он как раз подходит под размер трубочек. Я привыкла в нем красить трубочки. Можно купить, вот у нас продается вот такая морилка дуб. Если покрасить трубочки с принтом темным цветом, а светлые трубочки разведенной морилкой, то получится очень красивое сочетание цвета. Если вы к морилке купите любой колер, колеровочная паста для лаков, вот любой колер для красок, и добавите, цвет будет намного глубже. И добавляю я при покраске вот лак, вот такой для наружных и внутренних работ. Для того, чтобы окрасить в темный цвет, я морилку не разбавляю. То есть я вот беру, трубочек мало, я наливаю, здесь у меня 50 миллилитров, добавляю четверть вот ложки, совсем немножко. Я обычно на вот пол-литровую бутылку добавляю 2 ложки лака, когда крашу много трубочек. Размешиваю. Если вы хотите попробовать, получится у вас, не получится, или у вас есть очень большое желание плести сейчас же, попробовать, вы можете не красить трубочки, взять такие, увлажнить их водой, добавив в воду немного кондиционера или бальзам для волос. Я на литр добавляю столовую ложку, то есть немножко увлажнить и плести. Настоечки взять сухие. То есть вот мы красим. Я крашу трубочки окунанием. Так, равняем трубочки вот этой стороной, где скрутка. Потому что мы будем ее срезать. Вот эта сторона, где толстенькая у нас, она должна остаться ровненькой. При плетении очень нужно нам будет. Добавляю опять до 50 миллилитров. Ну, вы можете брать любое количество морилки. Просто вот у меня маленькое количество трубочек для того, чтобы показать. Я беру,
Поэтому я развожу очень мало. Обычно я крашу, я целую бутылку просто развожу и все. Так, я добавляю еще немного лака. Лак нужен для того, чтобы при покраске как склеить скрутку, чтобы она не топорщилась. Беру колировочную пасту и добавляю прям пол ложки. Здесь вы можете на свой глаз сколько разводить, добавлять, насколько насыщенным вы хотите цвет получить. Если вы хотите немножко, можно водой разбавить, можно не разбавлять. Я хочу насыщенный цвет получить. Хорошо размешиваю. Так, дам раствору впитаться, так как у меня здесь принт, и я хочу, чтобы он как можно больше закрасился, цвет был насыщеннее. Сейчас краска сольется, чуть-чуть пропитаются трубочки. Можно высушить их до полного просыхания и в этот раствор окунуть еще раз. Так получится цвет еще насыщеннее. Я ждать не буду, я сразу искупаю трубочки еще раз. Сливаю раствор. Так, у меня получилось меньше 20 миллилитров здесь. Обмываю прям водой вот лоток и довожу этот раствор до 250 миллилитров просто водой. Получается все равно из-за колера цвет темный. Поэтому я буду просто морилку разводить. Эту я вылила, чтобы получить совсем светленькие трубочки. Я буду разводить просто морилку без колера. Наливаю 25 миллилитров и развожу до 100 миллилитров водой. Так как я здесь сильно развела морилку, я беру на 100 миллилитров, я беру почти целую ложку лака, чтобы красящий раствор хорошо схватился. Размешиваю, выливаю и крашу трубочки, которые я маленькие приготовила, светлые. Потом, после того, как трубочки полностью высохнут, я обрабатываю их лаком, разведенный пополам с водой. Как я это делаю, есть видео на моем канале, ссылочку вы увидите сейчас на своих экранах. Вот я хочу показать вам то, что получилось. Разница в цвете. Вот это вот просто дуб, не разбавленный, морилка. Вот сюда я добавляла колер. То есть уже совсем по-другому трубочки смотрятся. А это сильно разбавленные. Самое простое дно. Это берем крестовину. Можно взять 2 на 2. Чтобы было еще проще, я возьму одну белую трубочку, одну темную трубочку. Наращиваю их. Начинаю оплетать крестовину. Одеваю на крестовину их. И теперь, как стих, нижнюю трубочку вверх укладываю. Вот нижнюю трубочку вверх. Вот. Уложила. Верхнюю трубочку вниз. Повернула. Нижнюю трубочку вверх. Верхнюю трубочку вниз. И всегда нижнюю трубочку вверх,
верхнюю трубочку вниз, нижнюю трубочку вверх, верхнюю трубочку вниз. Вот эти места поджимаем пальчиками, прижимаем плетение, чтобы не получилось отверстий. И плетем нижнюю трубочку вверх, верхнюю вниз. И она так выходит. Вот она уже вышла вверх. Снизу вверх. Просто надо сначала нижнюю брать всегда, а потом верхнюю. Всегда сначала берем нижнюю, а потом верхнюю. Так запомнить гораздо проще. Вот мы сплели 2 ряда крестовины. Для того, чтобы развести стойки, я использую ножницы. Когда придет сноровка, вы будете разводить просто пальцами. Сейчас я пользуюсь вот так ножницами, чтобы красиво развести стойки. То есть вот я плету. Нижняя трубочка, вот она снизу выходит, она уже нацелена вверх. А потом мы берем верхнюю и укладываем ее вниз. Опять нижняя вышла уже вверх. За ней укладываем верхнюю. И повторяем все то же самое. Прижимаем, чтобы не образовалось отверстие. И стараемся, чтобы в донышке не было отверстий. Наращиваем мы. Место наращивания спрячется. То есть чуть-чуть за стоечкой. Не здесь где-нибудь, а вот чуть-чуть за стоечкой. Я отрезаю наискосок. Произвожу наращивание. То есть делаю вот здесь ложбинку ногтем. Она становится вот такая вот узенькая, чтобы было легко нарастить. И наращиваю. Вот этот кончик, еще раз покажу, вот он виден, который при скрутке образуется. Я его подворачиваю, чтобы он оказался сверху. Вот сверху он оказался, чтобы он ушел в плетение. Потому что если его оставить снизу, он будет топорщиться. Зафиксировала и поджала пальцами. И продолжаю разводить стоечки. Нижнюю вверх. Я ее взяла и подтянула. И здесь прижала. Старайтесь 2 вместе сразу не наращивать трубочки, чтобы они не выскакивали, легче будет. И продолжаем плести. Нижнюю мы вверх, верхнюю вниз. Вот, когда мы перешли на второй ряд, ту стоечку, чтобы постоянно не считать, где же я перешла на второй ряд, я ее просто вот так вот фиксирую, как я уже много раз показывала. И так и плетем. Вот. Вот я ее держу, и вот я ее подтягиваю и пальцем вот правой руки, левой я ее подтягиваю, вот смотрите, на свое место. Пальцами перехватываю, и вот левой рукой, вот этими пальцами, я ее тяну на себя, подтягиваю. А правой рукой, пальцем большим, я вот здесь вот, и получается вот еще подворачиваю. И получается они вот
красиво ложатся и никаких отверстий не образуется. Когда только нарастила, я стараюсь сильно не тянуть, иначе ее выдергиваю с того места, где наращивала, или жду, пока чуть-чуть высохнет. Между стоечками вот уже очень большое, поэтому берутся трубочки. Здесь у нас изделие будет маленькое, поэтому я эти трубочки режу пополам под углом, или просто хвостики у трубочек надо отрезать под углом, чтобы легче их вставить было. Наклей или не наклей, как вам будет удобно. Вот здесь вот можно проклеить места соединения. Беру ножницы, раздвигаю получившийся карманчик и каждой стоечке добавляю еще вот. Я дошла до своей стоечки, где я загибала, и здесь я начинаю разводить уже по одной. Развожу так же, как в начале. Можно использовать для этого шило или ножницы. Вот сначала развести их. Вот здесь поджимать, чтобы не образовались отверстия. Это веревочка из двух трубочек. То есть трубочки у нас две, и мы их заплетаем веревочкой. Переплетаем между собой. При плетении мы постоянно поворачиваем наше плетение, и там, где опирается плетение, вот у нас получается потертости. Они не сильно видны на этих трубочках, но они видны. Для того, чтобы их не было, я подкладываю иногда листик, на листике поворачиваю. Иногда файл, иногда еще что-нибудь. А последнее время я пользуюсь, вот у меня круги на моей шкатулке уже расчерчены. Для того, чтобы круги были ровные, чтобы можно было ориентироваться. Здесь небольшие заметки у меня добавлены по плетению, сколько нужно трубочек. То есть можно для себя сделать такую шпаргалку, если вы много плетете. Планируете много плести, записывать для себя информацию, которая вам нужна, сколько трубочек брать. Чтобы она у вас была всегда под рукой. И вот у меня папочка просто угловая, и на ней очень удобно плести. Наша стоечка, которую мы загибали. Если мы сюда заведем, то это мы начнем новый ряд. Здесь будет их 9. У нас было 8. Поэтому вот эту трубочку мы уже не будем заводить. То есть мы, вот как она идет, здесь вот по рисунку, мы ее обрежем. Эту мы тоже обрезаем, чтобы не начинать новый ряд. И убираем наши трубочки, которые рабочие, в плетение. То есть вот раздвигаем и убираем плетение. Так, слишком длинное, покороче.
И тоже проделываем с другой. Все, основание круг у нас сплетен. Вы можете плести круг любых размеров. Можете дальше плести. Здесь вы также добавляете стоечки, разводите их и можете плести круг любого диаметра. Мне сейчас нужен такой. Закрывать. Самый простой способ закрытия — это вот первые мои плетеные тарелочки. Я просто плела, прокапала здесь вот, чтобы никуда они не делись трубочки, и срезала. Пенечки можно закрасить черным, чтобы они были не видны, или в цвет трубочек. Здесь я буду закрывать самой простой загибкой. То есть вот беру ножницы, подгибаю вот так. Здесь у меня будет, я буду вставлять свою трубочку, поэтому я здесь тоже намечаю. Вот она будет тут подгибаться. Срезаю ее. Делаю для нее кармашек. И убираю в плетение. Вот таким образом я закрою все трубочки. Можно отрезать с вот этой стороны, тогда она будет легче вставляться. Так будет выглядеть загибка. Так, сейчас я подогну все трубочки. Перед тем, как закрывать, трубочки надо увлажнить, иначе стойки, иначе здесь на трубочках будут заломы некрасивые. То есть вот тут вот надо сначала увлажнить под струей воды, дать размокнуть им чуть-чуть. Клей ПВА обыкновенный. Там, где трубочки выскакивают, можно использовать прищепки, канцелярские зажимы, чтобы вот их прижать на время, пока не будут. Ну и вот тарелочка такая получилась. Когда плетешь веревочкой круг, можно сделать наращивание незаметным. То есть, когда мы наращиваем, вот здесь вот с изнаночной стороны видно стыки при наращивании, если приглядеться. Этих стыков можно избежать, если наращивать другим способом. Я проплетаю вот здесь вот немного, виток один. То есть вот здесь я должна была нарастить под стойкой. Но я его проплела, обрезала. Беру трубочку новую. Чуть-чуть срезать надо, потому что это самый кончик, он сминается. Чуть-чуть загибаю вот здесь вот, скручиваю ее, чтобы она поуже была. Поднимаем стоечку и
закладываю. Можно ее закладывать на клей. Я буду на клей закладывать, потому что сейчас буду добавлять стоечки, чтобы не выпрыгнули трубочки. Можно просто добавлять без клея. То есть подняла, внутрь добавила и положила стоечку. Вот это вот на место уложила. Сплющила. Она чуть-чуть наращиваю другую трубочку темную. Также срезаю ее за стойкой, чтобы она на стойку легла. Также вот здесь вот пустой кончик срезаю. Чуть-чуть ее закругляю. Наношу клей. Поднимаю трубочку и закладываю ее под нее. Эту поправляю. Если трубочка проскочила, лучше, конечно, не наращивать обе трубочки в одном месте, чтобы была возможность подтянуть их. Вот они распадаются. Поэтому лучше, если мы нарастим одну трубочку пораньше. Будет гораздо удобнее. То есть вот в начале поднимаю стоечку, закладываю трубочку, опускаю стоечку. Вот теперь эти две у меня трубочки. Я их вместе складываю, накрываю темным, поплетаю. Вот она выскочила. Управляем ее. Проплетаем один виток, чтобы получился разбег. Вот здесь вот она у меня видна, я ее под трубочку убираю сразу. Вот так, все, вместо. Теперь меняю коричневую. Также поднимаю стоечку, эту закладываю под стоечку, накрываю. Чуть-чуть подальше ее, не сразу под трубочку, иначе она выскочит под стоечку, а чуть-чуть подальше стоечки. Вот я засовываю, прижимаю ее и пальцами вот здесь вот держу, чтобы вот этим пальцем, чтобы она не выскочила. Проплетаю. И вот этими пальцами я ее придерживаю вот здесь, вот, чтобы она дальше при плетении пока не выскочила. Я пальцем прижимаю, этими пальцами плету, а этим пальцем я ее все равно держу. Потому что она пока не приклеилась, она пока может из плетения выскочить.
Я доплела ряд до конца. Вот у меня идет стыковка рядов. То есть вот я проплела. Вот это моя трубочка последняя. Здесь уже начинается 2 ряда. Это вот заканчивается. То есть я ее проплетаю, начинаю плести как прямую веревочку. Вот дальше должна была опять вот это пойти вот сюда. Но я заканчиваю ее как обратную веревочку. И в результате у меня ряд закрылся. Нету плетения по спирали. Ряд закрылся. Меняю цвет трубочек. Незаметное наращивание при смене цвета трубочек. Так, я обрезаю трубочки. Сначала подкладываю сюда. И сюда. Наращивание произвожу на клей. Чтобы трубочки не выскочили в дальнейшем. Помогаю себе, если надо, ножницами, чтобы поднять, если проскочила. И плету дальше веревочку. Прижимаем пальцами, зажимаем хорошо, потому что, чтобы не выскочило плетение, трубочки не выскочили. Сейчас они приклеются и будет хорошо. При смене цвета будет хорошо видно. Вот если бы мы плели дальше, продолжали плести веревочку, то у нас вот так вот получилось бы. Мы закрываем последний наш ряд, мы проплетаем последний стежок, мы проплетаем не вот так, а делаем как оплетем обратную веревочку. То есть сначала заводим верхнюю трубочку, укладываем, а потом уже нижнюю. В результате наша веревочка состыковалась по окантовочкам. Вот наша изнанка. То есть на изнанке смена цветов. Сейчас мы уберем вот эти трубочки, которые чуть-чуть видны, светлые, которые мы подставляли внутрь. То есть обычно это выглядит вот так. Смена цветов. Вот посередине трубочка одного цвета, потом меняется на другой цвет. Здесь смены цветов нет. То есть вот мы начинали ряд, вот мы его закончили. Теперь я хочу поменять цвет обратно на темный. Я провожу опять незаметное наращивание и смену цвета. Трубочки срезаю надо стоечкой. Опять закрываю ряд, то есть проплетаю первую часть последнего стежка как прямая веревочка, а потом не нижнюю сначала, а верхнюю сначала под низ,
Так, это у меня лицо. Вот трубочки выведены. Переворачиваю. А это у меня изнанка. Смены цвета нету. Места не видно, ничего. Для придания прочности и защиты изделий из бумажной лозы их сначала грунтуют. Клей универсальный. Такой вот в строительном магазине я покупаю. Развожу его пополам с водой. И просто кисточкой. После того, как он высохнет с одной стороны, потом с другой стороны, изделия из бумажной лозы вскрываются лаком. Вот таким акриловым. Я пользуюсь вот таким лаком для наружных и внутренних работ. Это водоотталкивающий лак. То есть после того, как будет обработано, есть такой же лак для саун. То есть если плетеное изделие планируется то, что она будет стоять в ванной, можно вскрывать тем лаком. Если просто, я беру глянцевый бесцветный, есть матовый такой же лак. Можно пользоваться любым другим лаком акриловым, какой вам подойдет. Вскрываете лаком, и ваше изделие готово. На изготовление такого круга у меня ушло где-то по 20 трубочек. Вот и все, что я хотела бы вам сегодня рассказать. Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, я буду рада на них ответить.